Ну что, друзья, Yugus X4Q Pro. Да не только Pro, Cube, плюс, и это очень крутые ТВ-боксы на Amlogic S905X4, да мало того, еще и с лицензией Google Widevine L1. Наконец-то Yugus начал двигаться в сторону легализации, скажем так, ну, конечно, не без возможностей, всех возможностей, которые были до этого во всей линейке Yugus. Так что с обзором на канале Технозон поехали. Слушайте, вообще, когда выпустили, почему вообще для начала, почему я назвал ролик Yugus X4Q Cube, Pro и плюс? Все очень просто. Разница между этими ТВ-боксами всего лишь в формулах памяти. Мы когда сейчас будем смотреть на AliExpress, я вам покажу. Больше никакой разницы между этими ТВ-боксами нет, поэтому можно считать, что это обзор на всю линейку, потому что Pro является средним вариантом между 64 гигабайта хранилища и 16. И в целом, я вам скажу, это самый оптимальный вариант, по-моему, для покупки. Конечно, он претерпел изменения по сравнению с предыдущим X4, и это не только, допустим, форм-фактора, вы заметили, у него размер, помните, был такой Belink GT Mini, да, вот такой же размер, примерно чуть больше, ну, Белинки уже канули в лету, они давно не выпускают эти мини, очень жаль, было неплохое железо с хреновой прошивкой, а здесь и железо неплохо, и прошивка хорошо. Также претерпело изменения то, что здесь нет АВ-выхода, мы на распаковочке это увидим, мы сделаем распаковку, ну и, конечно же, здесь претерпело изменения то, что сам по себе ТВ-бокс комплектуется голосовым пультом с Bluetooth. Наконец-то начали комплектовать это все дело этими самыми пультами Yugus фирменными, и уже, честно говоря, это просто-напросто радует. Плюс хороший блок питания на 2,5 ампера, неплохой, вернее, блок питания на 2,5 ампера, дает ему шанс быть действительно одним из самых продаваемых ТВ-боксов. Но все-таки не без ложки дегтя. Давайте ложки дегтя обсудим позже, а сейчас переходим на AliExpress. Смотрите, мы сейчас на AliExpress. Версия X4Q Pro стоит 98, почти 99 долларов. Да, это немало. Это немало. С учетом того, что это практически Yugus AM7 с лицухами. Объясню, Yugus AM7 тоже MUM AMO, там, конечно, классный дизайн, белый пульт, две антенки таких неплохих, здесь антенн внешних нет, кстати, первый раз я вижу Yugus без внешних антенн, наконец-то, и здесь Wi-Fi даже, ну, неплохо работает, при том, что я ждал, что здесь будет Wi-Fi 6, здесь Wi-Fi 5, AC модуль, и вот, ну, честно, как по мне, дороговато. Хотя за 98,90 вы получаете процессор Amlogic S905X4, последний процессор, очень неплохое железо, опять же пульт. Вам в любом случае, если вы купите X4 Pro обыкновенный, вы в любом случае к нему будете докупать пульт. Здесь уже пульт идет. И больше никаких других различий, кроме лицензии, пульта и форм-фактора, между оригинальным Yugus X4 и этим вы не найдете, говорю сразу. Версия Cube у нас стоит подешевле, 79,90, а плюс у нас стоит 108,90. Он вообще вываливается за 100 долларов. Честно говоря, цена такая себе. Но я не говорю, что это вот такая цена сейчас на текущий момент. Это старт продаж. Актуальную цену для вашей страны, во-первых, для каждой страны разная, актуальную цену для вашей страны вы найдете в описании под видео по ссылкам на проверенных продавцов. Это раз. Во-вторых, в описании под видео есть ссылка на Android TV модуль. Это мы сейчас объясню почему. Потому что, ну, давайте закрывать Android. Давайте так, я вам объясню это сейчас почему. Давайте посмотрим, что пишет сам производитель. X4Q Family. Здесь вот Bluetooth 5. Здесь 5-й Bluetooth, ребята. Вот что здесь, вот так вот, ну тут даже вот Bluetooth 5.1 LE Yugus X4, вот так вот.
То есть, да, здесь есть отличие. Bluetooth 5, я про него, откровенно говоря, забыл, когда тестировал. Я просто очень редко использую Bluetooth, но я знаю, что через него подключают наушники, колонки и все остальное. Теперь 4К, само собой, он поддерживает, HDMI поддерживает, SIG, и больше ничего не пишет. Ну и все. Закрываем AliExpress и обсудим один такой момент. Дело в том, что, насколько вы знаете, Yugus X4 серия, ну X4 это на X4 процессах, не обязательно X4Q, это X4 простой, это Yugus AM7, они имеют прошивку с очень интересным интерфейсом в виде Android TV. Они не являются Android TV платформой. Тут чистый Play Market, это чистый Android с а-ля Android TV интерфейсом. При этом достаточно симпатичным. Но вот здесь вот есть, конечно, ложечки дегтя, и да простит меня Югус, вот где поддержка Android TV обыкновенного YouTube клиента в голосовом поиске. Вот где в Yugus Search эта поддержка. Там есть только поддержка SmartTube Next, но при этом вы можете смотреть SmartTube Next без рекламы. Да, я просто использую YouTube Premium, мне удобнее использовать YouTube ATV, и в YouTube ATV нет автофреймрейта, но дело в том, что Yugus сам по себе может автофреймрейт реализовать в стандартном YouTube клиенте, хотя там тоже не без своей кривизны в некоторых роликах. Тут вопрос в другом. Вот где YouTube ATV в голосовом поиске. Все, хочу YouTube ATV в голосовом поиске. Я думаю, решаться временем. Но одним из преимуществ является наличие Yugus плеера, U-плеер, который универсальный. С учетом того, что это чистый Android, вы можете туда наставить, это для любителей, допустим, тех же самых мессенджеров. Я знаю, что люди ставят телеграммы, скайпы, общаются. Это их выбор. Да, вы можете поставить, но не без того, что вы можете сюда накатить вот такой вот Android TV интерфейсик через Yugus Android TV модуль и получить стандартный Android TV, ну фактически Android TV прошивку. И это будет работать классно, это будет работать неплохо, ну с каналами рекомендаций привычными. Там голос будет работать со стандартным YouTube ATV. Да, это будет хорошо работать. Насчет лицензии Wi-Fi L1. Поднялся небольшой хайп. Здесь лицензия такая же, как в Микулка M6 Deluxe. Я вам сразу говорю, почему? Потому что нет лицензии Dolby Audio. Несмотря на то, что он умеет в пробросе пробрасывать и Dolby Audio, и DTS, и Dolby Atmos, и Dolby True HD, и DTS HD Master Audio в таких стриминговых сервисах, как Ivi, Кинопоиск и тому подобных, ОКО не будет 5.1 звука. Это однозначно. Они без лицензии не работают, хотя я не могу утверждать полностью, возможно, Yugus что-то придумает. Они умеют, они такие затейники, что они умеют это делать. И если у кого-то получится вывести 5.1 звук в таких стриминговых сервисах, пожалуйста, пишите в комментах под видео. Насчет Netflix, лицензии Netflix нет, поэтому получится проиграть только лишь черный Netflix в HD качестве. Например, можете его взять в нашем инсталлере. И, конечно же, там работают стримы типа Prime, типа, я не знаю, Disney, хотя кому они нужны в наших широтах, и в целом TV-Box неплох. Немножечко высоковата температура, высоковата в плане того, что в тротлинг тесте она показала 75, в играх 80. Но давайте будем честными. Я никогда не рекомендовал играть на такого рода TV-боксах. Хотите поиграть, берите Yugus AM6 либо Nvidia Shield. Я имею в виду в Android TV игры и в GeForce Now, если кто-то там залипает. Если не хотите в такое играть, то в обыкновенном воспроизведении контента здесь будет у вас не более 73-74 градусов. Это в самых тяжелых торрентах. Хотя, честно вам говорю, голь на выдумку хитра. Кто-то куда-то засунет в шкаф, кто-то куда-то в ящик, кто-то прилепит к горячему телевизору заднику и говорят, у меня что-то греется. Такое тоже бывает, ребят. На вкус и цвет все фломастеры разные. Есть люди разные, есть привинтили. И вот самая традиционная ситуация. У меня греется TV-бокс. Почему? Ну, не знаю, ты же сказал в обзоре, что вот TOX 3 там не греется. А где он у тебя? Я его привинтил к задней крышке телека. А задняя крышка телека горячая. Да, говорю, молодец. Молодец. Ну ладно, это такое дело. В общем, TV-бокс неплох, TV-бокс крут, TV-бокс реально абсолютно другой, переосмыслили форм-фактор, переосмыслили прошивку в отличие. И вот сразу отвечу на вопрос, что же брать на текущий момент? Yugus X4 либо Yugus X4Q как первый TV-бокс. Если у вас есть Yugus X3, я вам честно скажу, Yugus X4 и Yugus X4Q брать не стоит. Вы не заметите принципиально никакой разницы, если вы не смотрите стримы в 4К. Это раз.
Если вы хотите покупать первый TV-бокс и обладаете какой-то суммой денег, то в данном случае X4Q мне нравится. Очень нравится именно наличием L1, наличием голосового пульта, на который мне не нужно тратиться, при этом пульта, который полностью совместим с самим TV-боксом. Поэтому в качестве первого TV-бокса могу советовать, если у вас уже есть Yugus X4 или X3, я не думаю, что стоит сейчас бросаться и покупать новое, если тем более у вас есть Yugus AM6 или Yugus AM7, там вообще не стоит менять ничего, там все намного круче и лучше. Мы же понимаем, как можно смотреть контент в 4К не на стримах в HDR, а в случае с Yugus AM6B+, так еще и в Dolby Vision. Но ладно, смотрим обзор, сейчас на распаковочку, ссылки в описании под видео, подписываемся, ну и в целом ждем резюме. Ну что, рассмотрим сие событие Media TV Box. Ну давайте сначала пленочку снимем, потому что будет не видно нам, что происходит, вернее, что написано на коробке, будет отсвечивать от наших прожекторов. Итак, коробка, лаконичный дизайн, картон, хорошо упакована. Оп! И что мы видим? Я думал, он больше. Я думал, он формата, как Yugus AM7 или Yugus X, вернее, AM6. Смотрите, кабель. Давайте посмотрим, какой кабель у нас в комплекте. Обыкновенный кабель, никаких маркировок нет. У нас есть, что примечательно, голосовой пульт. Вот он, голосовой пульт. Bluetooth пульт уже в комплекте. Кстати, здесь матовый пластик. Когда я делал на него обзор, он был более глянцевым. Здесь у нас мат, черный мат. Есть блок питания 5 вольт, 2,5 ампера. То есть они учли то, что блоки питания... Кстати, это неплохой блок питания. Я знаю OEM. Yugus, вы где его взяли? Неплох. Блок питания неплох. И сам по себе TV-бокс. TV-бокс мне очень сильно напоминает Belink GT Mini. Почему? Потому что он маленький, такой же, как Belink. То есть это реально такой малыш. Классный малыш. Спереди у нас есть окошко для инфракрасного порта. У нас есть разъем для TF-карт, ну, само собой, отверстие для вентиляции. Есть у нас SPDIF-порт оптический для вывода звука. Есть USB 3. LAN RJ45 на 1000 мегабит. Есть USB 2, и плюс он выполняет роль OTG. Это значит, что через этот порт можно прошивать приставочку. Давайте так даже поближе. HDMI 2.1 и вход 5 вольт, 5-вольтовый вход на Type-C. Больше здесь ничего нет, по идее. Выглядит в крайне плохо. Давайте разберем. Разбирается очень просто. Надрывается резинка. Здесь есть резиновая ножка широкая. Кстати, она липкая. Ее обратно она приклеится без каких-либо проблем. Обязательно смотрим, что у нас внутри. Потому что такой TV-бокс без внимания к разборке мы не могли оставить. Имеется в виду, без того, чтобы посмотреть, что там внутри у нас находится. Для того, чтобы открыть, вам понадобится либо кредитная карта, либо медиатор. То есть открывается он очень просто, то есть откручиваются 4 винта, и здесь вот защелки есть на одной из панелей, подрываете защелки, и он открывается. Что мы здесь видим? Мы видим неплохой радиатор на защелках. Я вам скажу так, видите, чуть-чуть криво расположен, но я так понимаю, что он так и был задуман, потому что он все равно привязан к креплениям на самой плате. То есть вот таким вот образом. Давайте открутим плату. Одно из неудобств того, что здесь есть батарейка, это то, что ее нужно надорвать для того, чтобы открутить один из винтов. Сама плата, ребят, плата очень и очень адекватная. Есть небольшие остатки флюса, такие, знаете, совсем-совсем мизерные, но это качественно отличает от того, что было с самого начала. То есть, мы все равно должны показать всю правду. То есть сказать, что она мега идеальная, я не могу, но то, что это качественная плата, достаточно качественная, можно смело заявить. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем радиатор на защелочках, при этом который регулирует прижим с помощью вот этих вот пружин. У нас есть Wi-Fi модуль AP6398S. Это очень хороший Wi-Fi модуль. Антенны распаяны на плате.
А еще немаловажный факт — это то, что у нас память и проц покрыты экраном теплоотводящим. Вот он здесь расположен. И сверху уже расположен сам по себе радиатор. То есть это сделано конкретно на совесть. Он не должен греться как таковой вообще. То есть память скрыта у нас, отводится тепло. Это у нас хранилище, отводится тепло у нас и от памяти, и от процессора. Невероятно классная тема. Давайте я его соберу, настрою и уже будем переходить и тестировать, потому что TV-Box действительно интересный. Как по своим возможностям, так и по качеству сборки. Ну, начнем наш обзор. Смотрите, традиционный интерфейс Yugus, уже ставший традиционным для Yugus X4 платформы, с вот таким вот лончером, очень крутым, который очень похож на Android TV, с передвигаемыми каналами рекомендаций из приложений, которые у вас установлены, но главное, чтобы эти приложения взаимодействовали и с Android TV. То есть, если эти приложения для Android TV, то тогда будет работать. То есть, это вы должны понимать, что для того, чтобы у вас в канале работали рекомендации от Megugo, то вам нужно установить Megugo не с Play Market данного устройства, потому что здесь Play Market чистого Android, здесь нет Android TV приложений как таковых, а из каких-то сторонних источников, например, из APK файлов. Где взять APK файлы? Ну, можете, если вы вообще не знаете, как настраивать приставки, откуда устанавливать, у нас есть спонсорский канал, там есть, в принципе, вся информация. Можете пойти в описании под видео по ссылочке и посмотреть. Дальше. Интерфейс традиционный, у нас есть раздел меню приложений, то есть мы можем зайти увидеть все приложения, у нас есть вверху меню рекомендаций, куда мы можем добавлять рекомендованные приложения, свои избранные, и также есть меню, вот эти вот самые каналы рекомендаций. Наверху мы видим количество занятой памяти, сейчас я покажу количество свободной памяти, вы видите статус Bluetooth, Wi-Fi и подключенного, скажем так, флешки, ну или SSD диска. Это немаловажный момент. Если мы нажмем с вами на шестереночку, то мы увидим с вами такое вот меню, где есть домашний экран, рекомендации, это управление рекомендациями, где мы можем включить те приложения, которые у нас есть для рекомендаций, которые поддерживаются. Есть небольшой недостаток. Это здесь не поддерживается стандартный YouTube ATV, а только, ну, Android TV и YouTube, а только SmartTube Next. Но мы сейчас с вами скажем такую немаловажную вещь. Дело в том, что здесь не только такой интерфейс, можно поставить вот такой вот стандартный Android TV интерфейс, как в принципе и чистый Android вообще в чистом виде без каких-либо интерфейсов, через модуль. То есть по сути мы загрузим с вами модуль, мы еще в этом обзоре обязательно с вами посмотрим. Также у нас есть погода. Давайте выберем здесь какой-нибудь город. В моем случае я выберу Киев. Попробуем сейчас вообще, в каком варианте оно работает. Ну, давайте выберем Киев. Показывать иконку погоды, метрическую систему. Воспринимает он на английском погоду или нет? Да, воспринимает, все отлично. То есть мы вводим международное название, которое есть, допустим, в международной системе метеорологической службы. Нажатие приложения у нас может проверить приложение самого вот этого вот лончера. То есть у нас и лончер обновляется, и плюс у нас обновление есть тех же самых TV-боксов, приходит систематически. Вот прямо сейчас прилетело у нас обнова приложения. Мы можем его взять и обновить прямо вот с вами на обзоре. То есть обновления прилетают как для TV-бокса, так и для самого интерфейса. Все отлично, все обновилось и загрузилось заново. Это приятно. Это приятно, когда производитель не забрасывает свои приложения. Сразу по интерфейсу хочу отметить, что в Yugus у нас есть очень классные фичи по типу, ну, фишки, фишки. По типу Yugus сервера, по типу Android TV Remote сервисов. Это значит, что вы можете управлять этим всем удаленно со смартфонов. Есть Miracast и встроенный у нас, сейчас мы посмотрим, AirScreen. То есть мы можем с вами транслировать сюда AirPlay, Cast, Miracast, DLNA. Можем запустить вот прямо сейчас, допустим, медиасервер какой-нибудь. Но подождите, к этому вернемся. Разберемся пока что с пультами. Yugus сервер — это вообще очень обалденная штука. Если вы нажмете, вам выдаст код, вы можете установить сюда приложение. Немаловажный факт. Почему? Потому что приложение очень крутое. В данном случае у нас установлен Yugus сервер. Заходим, называется он Yugus Pult. Вы можете подключиться через Wi-Fi к вашему устройству. Вот оно у меня есть, просто-напросто мы тыцаем, он все есть. У нас здесь есть поддержка тачпада,
То есть мы здесь можем вот мышкой, видите, управлять мышкой. Кроме того, что у нас голосовой пульт с аэромышью, мы можем с вами обойтись вообще без какого-либо пульта. Можем показать клавиатуру, можем вызвать стандартную, можем с вами воспользоваться микрофоном. Раз, два, три, четыре, пять. Которая преобразует все это дело в текст при случае ввода. Есть у нас, допустим, вот такая вот штука, и можем вызвать какое-то приложение. Ну, короче, то есть это все работает очень-очень даже неплохо. Кроме этого, у нас есть стрелочная навигация, как обыкновенный пульт. Тоже очень удобно. Зеркальный экран. Классная тема. Вы можете посмотреть, что у вас есть, то есть прозеркалировать ваш ТВ-бокс прямо на смартфон. И, допустим, поуправлять вашим ТВ-боксом, просто-напросто водя пальцами по экрану. Это вообще нереальная штука. То есть просто-напросто отзеркалировали. Классно. Мы можем выбрать какой-нибудь файл, например. У меня что там есть, файлы. Любое видео выбрал, вот видео это у нас было для ТикТока, мы видео сгружали, я его выбрал на смартфоне, и оно воспроизводится на вашем смарт-ТВ-боксе. Невероятно крутая штука, невероятно удобно. Также у нас здесь есть голосовой поиск, вы можете использовать там самый лучший фильм. И он здесь воспроизведет поиск прямо, но это будет, знаете, какой поиск? В Google Ассистенте. Нас Google Ассистент не сильно волнует, то есть Югус пульт еще не был адаптирован для голоса через Югус Android, через Югус голос. Ой, давайте выйдем на фон. Кстати, после обновления интерфейса надо было не забыть добавить приложение. Вот это немаловажный момент. И также есть у нас джойстик. Что такое джойстик? Джойстик классная штука. Вы можете играть, если у вас смартфон с мультитачем, вы можете обойтись в каких-то казуальных играх просто-напросто без геймпада, а именно со смартфоном. Это классная тема. Мне очень сильно это дело понравилось. Но мы должны с вами попробовать еще трансляцию экрана. Во-первых, здесь нет Chromecast. Это мы с вами должны понимать. Поэтому здесь используются такие технологии, как Miracast. Miracast это именно дублирование экрана, то есть здесь такая штука. А это значит, что мы с вами можем его подключить как внешний монитор. Вот, пожалуйста, мы выбрали не как Chromecast, то есть мы не можем транслировать в YouTube там и тому подобное. Мы просто-напросто используем его как внешний монитор. Все, законнектилось, и, пожалуйста, у нас есть внешний монитор. Это можно использовать и для ноутбуков, например, как использование второго монитора, статичного, например, для отображения каких-нибудь моментов. То есть все это прекрасно работает. Также для любителей айфонов, которые все-таки используют, есть такая штука, как AirScreen. Здесь это работает и, видите, как и AirPlay оно поддерживает. Сейчас попробуем трансляцию, повторить экран iOS на... стоп, нам нужно запустить сервачок, да? Запуск. Выбираем AirPlay на моем айфоне. Сейчас у меня iPhone 14, сейчас попробуем закастить. Но, к сожалению, AirScreen у меня так и не заработал. Свой iPhone я транслировать на него не смог. Это стороннее приложение, то есть сказать, что у нас тут проблема с ТВ-боксом, нет. Это стороннее приложение, изначально он не позиционируется как сертифицированный для трансляции. Но, в принципе, транслирует по Miracast. Это немаловажный момент. Пойдем с вами в настройки и посмотрим вообще, какие у нас настройки боковые здесь есть. В настройках устройства, в обустройстве, мы увидим, что это X4Q, версия Android 11, версия прошивки на момент съемки 1.1.1, другой пока нет. Сразу бросается в глаза суперпользователь. Суперпользователь реализован через Magisk. Если мы выйдем с вами в главное меню, то мы увидим, что у меня установлен уже Magisk. Я могу зайти и реализовать какие-то моменты по, скажем так, по правам root. Это немаловажный момент. Root права здесь реализованы через Magisk, а не через Super SU, но это для продвинутых пользователей. Потому что зачастую некоторые путают, что просто root это просто root, а
Root через Magisk это root через Magisk. Дальше, в настройках устройства мы видим, что у нас есть такой раздел, как входы и устройства. А это значит, что здесь есть такие фишки, как HDMI CIC. HDMI CIC это функция, которая позволяет управлять одним пультом и телевизором, если ваш телевизор поддерживает протокол CIC. Обычно ищется в настройках самого телевизора. Здесь у нас есть фишка, что данный ТВ-бокс способен управлять и телевизором, и ресивером. Видите, у нас здесь есть ТВ и AVR. То есть он может управлять через ЦИК и тем, ресивером в частности. Он может выключать все устройства по ЦИК, может управлять громкостью этих устройств. И здесь, видите, мы выбираем различные опции. Это при включении и пробуждении устройства включать ТВ, выключать ТВ. И если мы отправляем в сон, выключать ТВ или что с ним делать. Управление громкостью мы можем выбирать. То есть HDMI ЦИК здесь полностью классно работает. Также у нас есть менеджер кнопок. Это ремаппер. Это позволяет нам адаптировать практически любой пульт под данный ТВ-бокс. Если какие-то кнопки не работают, то с помощью этой программы мы просто-напросто берем обыкновенную какую-нибудь кнопку, нажимаем меню, там выбираем, что мы хотим, чтобы эта кнопка делала, и адаптируем пульт под ваш ТВ-бокс. Также у нас есть управление фирменным пультом Yugus. Что делает кнопка меню? Это круто. То есть мы можем отправить команду меню, показать информацию об экране и звуки двойное нажатие и задать на тройное нажатие и на длинное зажатие. Например, если мы сделаем двойное зажатие, у нас появится, видите, 4К 60 Гц, SDR сейчас 420, 4.2.0 цветовой профиль и 8 бит. Ну, классно же, классно. Есть управление мышью, это значит, он просто-напросто меняет размер курсора и как мышь включает как сенсорный ввод. И здесь немаловажно, у нас есть поддержка управления скоростью порта 3.0 и включение отладки по USB. Здесь мы видим режим экрана. Сейчас у нас стоит 4К 60 Гц. Данная приставка поддерживает от 480p до 4К 2К SMPTE, то есть и поддерживает 24 кадра, само собой автофреймрейт. Еще и можно заблокировать разрешение интерфейса. Есть управление цветностью, адаптивный HDR поддерживается. Можно регулировать положение экрана, если он у вас вылазит за границы, и управлять ориентацией. Например, сделать ее вертикальной, горизонтальной и какой хотите. То есть реально это очень-очень круто. И плюс еще можно фиксировать политику ориентации. А вот это один из самых интересных пунктов. Это позволяет нам включать автофреймрейт. Автофреймрейт — это способность приставки адаптировать частоту воспроизведения вашего контента, вернее частоту вашего телевизора под частоту воспроизведения контента. То есть обычно фильмы снимают с частотой 24 кадра в минуту. Здесь у нас сейчас стоит 60 кадров. Если телевизор будет работать 60 кадров, то можете увидеть поддергивание. Так вот, автофреймрейт позволяет, здесь есть все типы автофреймрейта. Современного от Google по одной кнопке, он позволяет адаптировать частоту телевизора под контент. Это очень крутая опция, и она здесь есть во всей красе. То есть ни в одном ТВ-боксе вот так вот красиво, как здесь, не реализовано. Это правда. Сейчас многие хейтеры могут повылазить и сказать: в таком боксе, в таком. Нет, здесь самое красиво. И в расширенных настройках звука мы можем включить все форматы звука, которые поддерживаются, в частности DTS HD Master Audio и Dolby True HD. Кстати, приставочка поддерживает и DTS-X, и Dolby Audio, и Dolby Atmos. Панель интерфейс. Ну, если вы заметили, у меня здесь вот такую вот панельку информационную, то она есть. Панели здесь есть различного формата. Есть системная панель. Это значит, что у нас есть, видите, и шторка, и внизу у нас есть строка управления, то есть навигационная панель. Статусная панель мы можем скрыть. И можем скрыть навигационную, еще и запретим вытягивать, чтобы было максимально похоже на Android TV и адаптировано под Android интерфейс, не под Android TV интерфейс. Ну вот, уберем пока. Окно недавних приложений. О чем идет речь? Это значит, что если мы дважды нажмем на домик, то у нас появится окно недавних приложений. Мы можем закрывать приложения, которые нам уже не нужны. Например, закроем Chrome или все вместе. То есть такое тоже возможно. Еще и можно настроить фон этих приложений. Ну, информационная панель, конечно же, управление этой информационной панелью. Мы можем сюда добавлять и MAC-адрес, и IP-адрес, и все что угодно. То есть это на ваше усмотрение. Можем управлять главным экраном, выбирать лончер, который есть на текущий момент, и, конечно же, приложение голосового ввода. На текущий момент YouSearch. Сейчас посмотрим, что это такое. Плюс есть анимации. Если мы поставим, кстати, советую ставить 0.5 анимацию на анимации окон и на длительности анимаций, нет, анимацию окон 1.5x, а длительность анимации 0.5x. И тогда у вас будет все плавно и очень-очень быстро. Смотрите, то есть это очень классно. Я бы даже здесь, давайте анимация 2x,
и анимация окон 2х. А длительность анимации это добавляет плавность. Кстати, чем больше анимация, тем будет плавнее у нас интерфейс, и все это можно влиять на длительность. То есть вот такая вот штука, это будет вообще тогда плавно, видели? Но он все равно не хочет ее заразу менять, понимаете? То есть, вау, вы видели, как на Apple такое? На Apple тоже вот такая вот мягкая анимация, красивая. И с этим можно поиграться. Питание. Питание мы можем управлять индикатором питания, можем вообще выключить, который у нас впереди на передней панели моргает. В принципе, это не так страшно. И можем выбрать, знаете, как на старых компах или на новых тоже есть, да, там можно, допустим, отслеживать активность центрального процессора, то есть будет моргать, когда будет, как там винт дергала, здесь центральный процессор. Классная штука. Теперь мы можем будить от движения мышки, при подаче питания выбрать политику включаться, либо сон, либо выключиться. Полезно тем, у кого бывает отключение света, а потом он будет просто-напросто отключаться. Вернее, чтобы он не включался автоматически, не будит телевизор при подаче света. И режим максимальной производительности, блокировка частоты CPU и GPU на максимальное значение, но мы ее не трогаем. Обычно это не очень хорошо. На текущий момент у нас есть, видите, Samba сервер, NFS клиент и CIFS клиент. Что такое Samba сервер, NFS клиент и CIFS клиент? Samba сервер позволяет из вашего TV-бокса сделать сервер, который позволяет подключаться к вашему TV-боксу с внешнего компьютера, с внешнего устройства и сохранять туда файлы. CIFS клиент, NFS клиент, это клиенты, в частности CIFS это клиент Samba, например, позволяет подключаться к расшаренным папкам на компьютере через локальную сеть, и NFS клиент обычно позволяет подключаться к вашим NAS серверам, если у вас таковые есть. Это уже для продвинутых пользователей. В дополнительных настройках у нас настройки чистого андроида. Ой, какая плавность. Да, конечно, переборщил немножко. Ну давайте мы сейчас анимации, просто-напросто длительность анимации поставим единичку. Тогда оно будет плавно и быстро. Ну плавность сумасшедшая вообще такая сделали. О, это я зря. Это я совсем зря 10х поставил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, за что я так? Поставим 0.5 везде. Это такое, совсем-совсем на любителя. Перед тем, как перейдем в AIDA 64, я вам хочу показать DRM-инфо. А это значит, что в данном TV-боксе есть один небольшой интересный прикол. Данный TV-бокс имеет CNC Clear Key, имеет Google Vine L1. Это сертификация с максимальным HDCP 2.3 поддержкой и Microsoft PlayReady DRM поддержка. Это значит, что данный девайс сертифицирован Google в плане DRM, не путать с Netflix, в плане работы таких сервисов. Ну, я здесь установил некоторые, которые не работают в моей стране, я просто их показываю, потому что мне проверить больше было не на чем. Ну, например, в сервисах Megogo, Okko, допустим, тот же самый Ivi и подобные, то есть официальные сервисы здесь будут работать, как и Кинопоиск HD, в принципе. В случае с Украиной, где я проживаю, это работает Megogo с разрешением 4К, это отлично отрабатывает. И работают все стриминговые сервисы, кроме Netflix. Netflix работает только черный, сторонний, скажем так, клиент, только в качестве HD. Здесь нет сертификации Netflix, вы это должны понимать. AIDA 64, TV-бокс Yugus X4Q 4 на 32, здесь Bluetooth 5, кстати, что позволяет подключать колоночки. Давайте так, центральный процессор Cortex A55, полноценный 2 ГГц, Amlogic S905X4. За отображение отвечает Mali G31. Ну, сеть мы сейчас будем проверять, но Connect здесь просто идеальный, 866 мегабит. И Android 11 с root доступом. Доступ к температуре у нас есть. В принципе, он совпадает с тем информационным окном, которое есть. Мы сможем с вами на него ориентироваться. И в кодеках мы можем увидеть кодек AV1. Так, непонятно, почему желанный на текущий момент. Вот, пожалуйста, он есть. Проверим тоже работоспособность чуть-чуть попозже. По производительности данная приставка ничем практически не отличается от своих, скажем так, собратьев X4 Pro. В частности, я имею в виду игровую производительность. Если вам кто-то будет говорить нечто иное, да, в Antutu он там выделяется немножко выше. Здесь он набирает 114 276 баллов. Я объясню за счет чего. За счет взаимодействия с памятью. У него примерно производительность как
как у Yugus AM7, да, это немаловажный момент. А вот в игровом тесте 3D Mark он абсолютно на таком же уровне, например, как у Yugus X4 Pro простой, как Tox 3 и тому подобные ТВ-боксы. И это в iStorm 9131 балл, при этом даже не самые высокие, 5397 в iStorm Extreme, то есть iStorm Unlimited 9131, iStorm Extreme 5397. Это, ну, такие вот среднячковые баллы. Не скажу, что это такое мега-суперовое что-то. Но к тестам сети мы подойдем немножко позже. Мы для начала проверим его на тротлинг-тест, это обязательное условие. Выберем показывать температуру и проверяем его в максимальном варианте. Это значит, что мы не отключаем Wi-Fi, мы не отключаем LAN-порт, мы вообще не отключаем интернет как таковой, то есть от Wi-Fi можно не отключить, можно отключить роутер. И плюс у нас еще подключен SSD-диск. Это обязательное условие для того, чтобы мы видели всю картину. Обычно там, знаете, отключили SSD-диск, повседневно это в повседневном-то пользовании ты пользуешься SSD-диском, пользуешься. Ну давайте стартуем, потом посмотрим. Ну, ребят, это абсолютно идеальный тротлинг-тест. В этом моменте, на красном моменте у нас сработал SSD, его свопнуло, я увидел, как чук, моргнула лампочка, и, конечно же, был вот этот вот артефакт. То есть это означает, что наш ТВ-бокс работает абсолютно идеально. Максимальная температура была 75 градусов. Но мы с вами посмотрим, насколько у него поднимется температура в реальных вариантах использования, в реальных сценариях. А теперь мы с вами проверяем скорость сети 5 ГГц. Ну, как бы, при этом должны мы определить максимальную скорость. Пошло. 248, 251, 253. Это одноканальный режим. Сейчас многоканальный попробуем. Есть. Пробуем на много каналов. Вернее, на много потоков. Стартуем. 413, 414, 400, ну вот 414 я видел в пике, 419 в пике мегабит по Wi-Fi 5 ГГц. В среднем 416 мегабит. Это невероятный результат. И сейчас попробуем на выгрузку. То есть это было на загрузку. На выгрузку, ну, 291, 278, 286. То есть 419 на загрузку и вот там средний цен 271 на выгрузку. Это невероятный результат. Больше 400 мегабит. Это отличный, хороший результат. Мне очень сильно нравится. Теперь, конечно же, попробуем 2,4 ГГц и потом LAN RJ45. Но данная система измерения скорости, она одна из самых точных, поэтому я вам объясню, в чем разница. Дело в том, что в однопоточном режиме, это мы смотрим, когда потоковый фильм, да, там потоком с какого-нибудь стримингового сервиса, а многопоточный необходим, например, для сервера Matrix. Ну, тех, кто в курсе, то есть для многопоточного режима более предпочтительные вот это вот верхние цифры. Но при этом, допустим, когда обзорщики проверяют, допустим, быстродействие сети, они забывают, что они показывают цифру, там, например, вот у меня там бокс показывает 350, а в однопоточном он, например, там будет долбить там 100, 120, 130. Такое тоже бывает на самом-то деле. И вот в конечном итоге люди покупают и говорят, что-то у меня там не работает какой-то сервер такой интересный или там какой-то стриминговый сервис. Но это крайне редкий момент, я уже, конечно, утрирую. Смотрим 2,4 ГГц, 67, 81, 87, 82, 80. Ну, так как у нас на один поток он отдает нормально, то есть я, ну, в многопотоке, конечно, запущу, но я думаю, что здесь уже не будет смысла, потому что и так для 2,4, 80, 90 мегабит это нереальный результат, классный. То есть он работает как LAN RJ45 почти. Вот смотрите, у нас здесь 91, 84, 93, 89. Ну, супер, для 2.4 вообще отлично. Давайте попробуем LAN RJ45. Так, включилась или нет? Да, у нас LAN RJ45 включился. Стартуем LAN RJ45. Получаем, само собой, 800-900 мегабит. И понимаем, что здесь чистый 1000 мегабитный порт LAN.
Это отличный результат, я вам скажу, то есть и на загрузку, и на выгрузку он показывает просто-напросто шикарный результат. Но мы будем тестировать это все на Wi-Fi 5 ГГц с ограничением до сотки, как обычно просят почему-то мои подписчики, не знаю для чего. Ну и последний системный тест, который мы здесь проведем, остальное уже начнутся мультимедиа тесты, быстродействие внутреннего хранилища и памяти RAM, то есть мы посмотрим на копирование. Сейчас тестируем быстродействие внутреннего хранилища и скорости копирования памяти. Обязательно. Смотрите, по тестам внутренней памяти здесь никаких сюрпризов нет. Сказать, что он там на уровне какого-то мега-топ-бокса. Здесь мы видим абсолютно такие себе результаты. Дело в том, что копирование памяти на уровне LPDDR4 2,64 гигабайта в секунду. Есть у нас неплохая память, именно встроенное хранилище, 127 мегабайт в секунду. Некоторые путают с мегабитами почему-то, наверное, из-за незнания. Но это мегабайты в секунду и умножаются на 8, для того, чтобы получить Mbps. Но 127 мегабайт в секунду это всего лишь говорит о том, что мы с вами будем загружать наше приложение на 0,2 секунды быстрее, не более не менее, потому что этот показатель ни на что, кроме как на скорость загрузки приложения, не влияет. Это все, больше ни на что. На все остальное влияет именно скорость копирования памяти, а здесь скорость копирования памяти крутая, 2,64 гигабайта в секунду, поэтому, ну, в принципе, неплохо. Это лучше, чем у X4 Pro, но скажем так, огромной разницы в работе вы вообще не заметите. Но вот этот показатель, он неплох. То есть он получился очень даже неплохим ТВ-боксом в этом плане. Продолжаем оценивать мультимедиа. Оценивать мы будем сначала проигрывание тяжелых фильмов и будем это делать через Uplayer. Кстати, слушайте, знаете, что хотел показать? Если мы с вами зайдем в Vimeo Media Player, например, и пойдем в опции и посмотрим на диагностику, то мы увидим там автофреймрейт. Тот, который у нас есть, мы видим все разрешения, все частоты, которые поддерживает ваш ТВ-бокс. Ну, то есть это классная штука, то есть автофреймрейт есть, но мы будем использовать в тестах именно Uplayer. Объясню почему. Uplayer — это фирменный плеер от Yugus, вот он, фирменный плеер от Yugus, который позволяет выводить и автофреймрейт, и звук 5.1 или 7.1, в зависимости от того, что у вас стоит. Поэтому идем с вами в любой, ну, допустим, давайте в Total Commander и получим доступ к нашему внешнему хранилищу. Идем на наш SSD. И начнем с тестирования очень тяжелых фильмов. У меня есть тестовый, скажем так, на 68 гигов. Ну, в частности, тут сейчас через Uplayer его погоняем, посмотрим, что получится. Да, Uplayer молодец, поддерживает. У нас есть сэмплы очень больших фильмов. 4К, 4К с HDR, с объемным звуком, и мы сейчас вот запустили, по сути, с внешнего SSD мы, конечно же, не ожидали никакого подвоха, он воспроизводит все просто-напросто идеально, температура в проигрывании 68-69 градусов, с подключенным внешним носителем, то есть 67, это отличная температура. Ну, что я могу сказать? Очень-очень неплохо. То есть мы сможем проигрывать фильмы любого размера с внешнего источника. Dolby Vision здесь нет. Можете не напрягаться и не думать, что мы как-то там можем на это повлиять. Касаемо звука. Пробуем Dolby Digital Plus. Dolby Digital Plus у нас появился. В частности, и Dolby Atmos в данном случае будет работать в том числе при условии того, что ваша аппаратура поддерживает Dolby Atmos. В данном случае все это работает. Dolby True HD пробуем. Заработал Dolby True HD. У меня вопросов нет. Тоже выходим. DTS ядро 5.1 звук. У нас оно есть, появился. Ребят, ну, здесь мы не ожидали подвоха, не ожидали 5.1 звук, HD Master Audio звук. Здесь все будет работать просто-напросто на ура и отлично. Как бы у меня вопросов и претензий нет. И DTS HD Hi-Res тоже работает, даже это ядро. Сейчас, так, и сейчас пробуем DTS HD Master Audio. Ну, давай, не разочаруй меня. Работает. Все, ребят, у нас есть все форматы звука, которые я могу протестировать.
Следующим этапом мы проверяем с вами голос. Самый лучший фильм. То есть оно находит фильмы во всех источниках, которых есть, и за самый лучший фильм меня, конечно, будут хейтить, но, ребят, он просто есть во всех источниках, на всех балансерах, на всех, скажем так, раздачах, поэтому это проще искать. Ну, как есть, как есть. Я предупреждал, что там будет выдача со SmartTube Next. Давайте так, YouTube простой. Это клиент Android TV YouTube, это немаловажный аспект. Мы сразу же пробуем очень тяжелые фильмы 4К 60 FPS, которые я снимал сам в HDR «Дикую реку». Для тех, кто не знает, как правильно протестировать, идем, вбиваем «Дикая река» 4К 60 FPS и смотрим этот ролик, потому что некоторые боксы даже не вытаскивают. Сейчас мы видим, посмотрим сейчас 4К. Да, 4К, 60 FPS, декодинг идет, 0 дропов. В HDR он работает точно так же. HDR он декодирует в YouTube без проблем. Если вы видите здесь цифру 1920 на 1080 умноженное на 2, ребят, это 4К. Так вот порты, это viewport, так обычно показывает оборудование, порты, ну вот как-то так. То есть 4К это вот текущее разрешение, нужно смотреть вот здесь вот. Текущее и оптимальное. То есть оно показывает и текущее, и оптимальное в 4К 60 FPS. Также мы должны с вами попробовать Японию 8К, но это название ролика не значит, что 8К мы с вами сейчас будем декодировать, хотя этот ТВ-бокс декодирует 8К. Выводить не может, это ограничение самого железа, а декодировать 8К 24 кадров запросто. Используем для тестирования AV1 кодека Японию 8К. Кстати, в YouTube проигрывание тоже 66 градусов, 65-66, 4К, 60 FPS в AV1 работает идеально. Без нагрева, без тормозов, без дропов, без ничего. Отлично. Мы считаем, что данный ТВ-бокс с YouTube справляется на ура. По поводу сертификатов DRM L1. Что у нас работает? Я устанавливал все, что можно, тестировал все, что можно. Некоторые сервисы я не могу проверить, но Кинопоиск ОКО работает. Например, в том же самом Megogo мы увидим наглядно, как работает DRM L1. Если мы опустимся в фильмы и опустимся в фильтры, то мы увидим 4К, пожалуйста, без DRM L1. У меня сейчас нет здесь, допустим, HDR, потому что я не подключен к HDR телевизору, у меня рекордер не HDR, но 4К без DRM L1 работать не будет. Ну вот мы можем проиграть 4К фильм, пожалуйста, запустили, смотрим, как это все дело работает, оно стартанет и будет работать отлично. Что, в принципе, и требовалось доказать. Давайте перемотаем немножечко, глянем. Да, работает. Серая сцена какая-то. Вот мне вечно везет. Начинаю обозревать ТВ-бокс. И вечно у меня на фильмах выпадают либо темные сцены, либо дождь, либо в багажнике. Ну вот сейчас ни одной светлой сцены. Ёлки-палки, что это за какой-то капец. Ну, более-менее светлая сцена. Все отлично. То же самое касается и OTT сервисов, и сервисов IPTV. То есть у нас это будет работать просто идеально. То есть он сейчас проигрывает достаточно тяжелый канал. Это Full HD в оригинале 1080p, оригинальный поток 50 кадров. То есть, пожалуйста, мы смотрим с вами фильмы без ограничения. То есть данный бокс отлично подходит и для проигрывания контента, допустим, онлайн на стриминговых сервисах, и для проигрывания IPTV. Но здесь есть ложечка дегтя. Несмотря на то, что бокс умеет проигрывать, допустим, тот же самый Dolby Digital, зачастую те же самые стриминг-сервисы требуют лицензию. Поэтому я не могу вам обещать работу 5.1 звука в стриминговых сервисах. Работать в 4К они будут, но будет звук в PCM стерео. Вы это должны понимать. Нам остается проверить с вами большие раздачи и, конечно же, игровые возможности. Пробуем. Ну, 68 пошло, 64 градуса. То есть то, что мы видели в тротлинг-тесте с вами, вообще ни о чем нам не сказала. Потому что в конечном итоге в реализации самого ТВ-бокса есть момент того, что он отлично проигрывает 69 градусов. Мы сейчас максимально, то есть сейчас проигрывает раздачу на 68-70 и обратно упала на 66, опять 65. То есть вот такой вот момент. Нормально. Пробуем перемотать.
куда-нибудь на середину, все отлично работает. Слушайте, ну не могло быть здесь никаких других, учитывая то, что это все тот же X4, только в другом форм-факторе и плюс немножечко изменен в плане лицензий, то это все тот же самый TV-бокс. Давайте посмотрим на игровые возможности. Я вам покажу некоторые моменты. Для тех, кто спрашивает, работает ли танки, то нет. Текстуры будут черные, и танки здесь работать не будут. Сразу сказал, чтобы вопросов лишних не задавалось. Я включу сейчас через Yugus Pulse свой геймпад. Не буду я подключать никакой геймпад. Зачем мне, если поиграть в какие-то игры типа Асфальта, типа, я не знаю, там того же Shadowguns, то мне, Shadowguns там нужен серьезный геймпад. Поэтому геймсирчик там, конечно, желательно. Давайте попробуем поиграть. У меня здесь геймпадик. Видели? Геймпадик. Сейчас посмотрим. Асфальт 8. Насколько он вообще воспримется? О, геймпад подключен. Слушайте, видите, найден геймпад. Все супер. Сейчас попробуем. Я уже не помню, какой кнопкой надо играть. Давай, поехали. Оп, работает. Слушайте, работает. Вибро надо отключить, вибрирует постоянно при столкновениях. Ай-яй-яй. Ну нормально. 79 градусов, ребят. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. В играх, мы что понимаем, что этот ТВ-бокс... Я всегда был противником игры на таких ТВ-боксах. Хотите поиграть, берите Nvidia Shield за оверпрайс. Хотите вот такой момент посмотреть что-нибудь, то вот этот вот ТВ-бокс в просмотре выше 70 градусов у меня не грелся. Вот как-то так. Но при этом это все работает. Это все работает. Частоты держатся 2 ГГц. Ничего не тротлит. Все отлично. Так, поехали дальше. Едем. Я играю на смартфоне. Это жесть какая-то. Красота. Слушайте. Красота. Вообще топчик. Вообще просто топчик. Отлично. Огонь, просто огонь. Так, ребят, с игровыми возможностями все понятно. Но, в принципе, Асфальт попробовали. Я не вижу смысла здесь играть в игры. Это боксы не для игр. Я вот сколько раз говорю. Хотите поиграть, купите AM6+. Купите и играйте. Это ТВ-бокс для мультимедиа контента. Я 100 раз об этом уже повторяю. Давайте попробуем на него накатить модуль АТВ. И дальше уже будем с вами выносить, скажем так, вердикт, что ли. Переходим. Так, ну что, ребята, Android TV интерфейс, Android TV модуль влепим сейчас. Я вставил флешечку. Идем в Magisk, в наш Magisk, который мы использовали для получения root прав, по сути. И устанавливаем модуль. Все очень просто. Ссылка на этот модуль лежит в описании под видео. Пожалуйста, переходим, берем. Давайте. Берем модуль. Unzip error. Ага. Нам нужно скопировать его. Берем Yugus ATV модуль. Копируется во временную папку. Так, пошла инсталляция файлов. Android 11. И распаковывается модуль. Ждем. И выбираем перезагрузить. Загрузился у нас Android TV интерфейс. Нам остается подождать немного, пока установит все приложения и появятся наши каналы. Вот у нас появился классический Android TV с тем самым маркетом, к которому мы привыкли, грубо говоря, Android TV маркетом, в котором поддержка всех приложений является изначально... Ой, это у нас флешечка. Изначально под пульт. Поэтому, ребят,
Ну, пускай пока прогружается. Я понял, что это уже работает. Android TV под это дело завести можно. Давайте запустим. Вот они, наши приложения. Все прекрасно заработало. Ну что, переходим, резюмируем. В качестве резюме скажу, ТВ-бокс получился классный, несмотря на те мелкие замечания, которые у меня к нему есть. Я его настоятельно рекомендую. В качестве первого ТВ-бокса круто, в качестве перехода с других ТВ-боксов круто. Насчет перехода с Югус X4 смысла не вижу. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. А обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.